Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео у меня для вас очередной мой нестандарт Wow маникюр в тонах цветущей сирени. Выполняла его гель-лаками новой для себя торговой марки Муса. На пробу мне прислали коробочку гель-лаков, кайфом от работы с которыми не могу просто не поделиться. Берите 100% на заметочку, безумно красивые вкусные цвета, а гель-лаки супер плотные и ложатся идеально в пару движений. Топ этой торговой марки Super Shine теперь определенно стал моим фаворитом. Обожаю просто, когда цветет сирень, эти кустарники, этот аромат, и гель-лаки прям в тон этой цветущей сирени. И четко информативно приступим. В качестве подложки ноготок перекрываю тонко гель-лаком, салатовый такой цвет, он выбелен и с легкой неоновой ноткой. На этот жидкий гель-лак посыпаю мелкую прозрачную акриловую пудру. Стучу по пальчику, чтобы излишки пудры осыпались, и отправляю в лампу на 1 минуту. Хорошо просушенный градиент жесткой щеточкой очищаю от остатков пудры. Чуть больше трети ногтя от кутикулы наношу сиреневый, затем почти столько же салатовый и на самый кончик 2-3 мм такой зеленый травяной цвет. Кистью гребешок для градиента разметающими движениями начинаю снизу и продвигаясь кверху, перемешивая цвета между собой. И, кстати, я наконец-то запустила свой супер подробный онлайн-курс по градиентам из 12 модулей, 36 уроков, из которых 4 урока практики на клиентках. Особое внимание уделила постановке руки, домашние задания и обратная связь, а также банк градиентов. Более подробно о программе, сроках и стоимости курса по ссылке под видео. Градиент просушиваю 1 минуту и буду делать стемпинг. Стемпинг у меня будет тоже градиентный, из сиреневого лака для стемпинга и жемчужного. На пластину нанесла с одной стороны сиреневый, с другой стороны жемчужный. Работать нужно технично, достаточно быстро. Скрапером провожу несколько раз, двигаясь влево-вправо, и таким образом лаки перемешиваются. Перекатывающим движением переношу эти буквы на штамп, и вот такие вот красивенькие буквы получаются. Роликом для одежды или для чистки штампа, они идентичные. Убираю лишние фрагменты орнамента. И все, у меня на штампе остались только буквы, которые мне необходимы, и переношу на ноготок. В принципе, уже и так очень красиво и стильно, и можно было бы здесь уже и закончить. Но я решила все-таки добавить весеннюю изюминку и сделать этот маникюр еще нежнее. На палитру наставляю плотную белую гель-краску и каплю насыщенного сиреневого гель-лака. На кисть лепесток шириной 2-3 мм набираю с одной стороны белую гель-краску, с другой стороны сиреневый этот гель-лак. По палитре пробую, чтобы мазок этот как раз получался с таким плавным переходом от насыщенного фиолетового до белого. И таким движением, как будто я обтираю кисть, прорисовываю лепестки. Сколько поместится? 3-4. Просто наставляю мазочки, где-то могу еще раз продублировать, чтобы у меня более насыщенный белый был или более насыщенный фиолетовый. Пару мазков сделала и набираю заново гель-краску и гель-лак на кисть. Сильно тут вообще не стараемся, просто мазки и у нас уже цветы. Просушиваю 30 секунд. Не везде и не обязательно могу продублировать, так лепестки более отчетливо получаются. Я прорисовала и не просушивая в серединке поставлю такие вот квадратненькие блестки золотые. Любые, собственно, блестки достаточно крупные, чтобы они просто красиво блестели в этих серединках. Отправляю в лампу, просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом, слегка выравнивающим слоем. Топ без липкого слоя просушиваю 60 секунд и мой вау-маникюр готов. Ну что скажете? Как вам сочетание надписей с сиренью, а зеленого с фиолетовым? И еще раз напомню и повторюсь, что я запустила свой онлайн-курс по градиентам, на котором не только учу делать градиенты вау и технично, но еще и придумывать свои новые сочетания и воплощать свои любые идеи. За более подробной информацией по ссылке под этим видео.